Наша съемочная группа находится в сердце Мехико, в одной из самых известных такерий FanFest. Сегодня срочные новости. 50 килограмм мяса, 5 килограмм лука будут убиты ради 100 такос, 100 бурритос. Пойдемте посмотрим. В этом видео вы увидите самую простую и типичную такерию в Мехико. Я работала один день в такерии. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете 3 самых важных ингредиента любых такос, и сможете, как настоящий мексиканец, отличить дешевые такос от лучших в любой такерии по ингредиентам. Мексика и ее столица полны контрастов. Здесь бедные районы соседствуют с небоскребами и самой роскошной жизнью. Такерия с пластиковыми стульями и тарелками может соседствовать с красивейшим рестораном. И в этом вся Мексика. Это Чато. Самый большой фанат любого спорта, которого я когда-либо видела. В теории фанат. До пандемии у него был спортбар, сейчас он открыл такерию, работает на местном телевидении, комментирует спортивные события. Когда появляется камера, любая, даже такая маленькая, как моя, готов позировать, говорить без умолку и есть лаймы, пока не получится нужный кадр. Все меню в его ресторане про спорт. Например, такос Курникова. Один из ингредиентов – чичарон. Упрощенно говоря, чипсы из свинины. К чему это? На местном сленге чичарон – женская грудь. Логично, да? Ну или, например, такос Сирена Уильямс и так далее. Итого около 20 видов такос. Такос – священная кулинарная корова в Мексике. Не знаешь, что на ужин? Такос. Быстро перекусим? Такос. Простым языком такос – лепешка с мясом, луком, сыром, колбасками, острым соусом, зеленью или шампиньонами и даже креветками. Одним словом, берешь лепешку размером с ладонь, заворачиваешь в нее подножный корм и готово. Шучу. Тут не все так просто. И любой мексиканец отвернет загорелое лицо от псевдо-такос где-нибудь в Барселоне, если не соблюдены несколько важных условий. Но об этом чуть позже. Лучшие такос в Мексике. Ищи самую неприглядную такерию, где толпа местных. Все гламурные вариации с творениями а-ля «Мексика – это не только ослы и буррито», оставим для гринго, иностранцев. Кстати, почему гринго? Представьте себе местное население какое-то время назад, когда американцы пришли завоевывать землю в зеленой военной форме. То малое, что слышали на английском местные, green – зеленый, и go – идти. Вот так родилось гринго. Давай-ка ты, зеленый, уходи отсюда. Поэтому сейчас на местном сленге с негативным оттенком все белокожие приезжие – гринго. Тут и про неглубокое знание местной культуры, и про потребительское отношение понаехавших, и про доллар, который король, и про, ну, конечно, блондиночка, удиви меня. Капучино и круассан, угадал? А может быть, такос с семенами чиа и обещанием вечной любви? Но без сарказма местные любят иностранцев, всегда приятно удивляются нашему непротяжному «muchas gracias» и «la cuenta, por favor». Охотно перейдут на английский, чтобы вам же удобнее было, ну, если смогут. Так, вернемся к такерии. Это я, из понаехавших, та самая гринго. Не потому что доллар и круассан, а потому что вот такая в красной помаде и с такой кожей я тут всегда буду сеньорита Гуэрра, блондиночка. Я попросилась поработать у Чато, чтобы понять, ну окей, лайм нарезал, миска побольше и готово. И что во всей этой истории, ну такого, что прям ни мексиканцу не понять ни умом, ни сердцем, и не повторить ни в Москве, ни в Лондоне. Если взять типовое меню в любом мексиканском ресторане такерии, вы увидите такос, quesadillo, от слова queso – сыр. При этом вас всегда спросят, с сыром или без. Ну, то есть, из названия ясно сыр и что-то еще. Там большая лепешка, сложенная пополам, обжаривается с выбранными ингредиентами. Далее иногда встречается буррито. Это более типичное блюдо для севера Мексики. Бура на испанском осел, буррито – ослик.
По легенде, первый мексиканец, кто придумал завернуть в большую лепешку все, что было под мексиканской рукой, доставлял еду в тележке для перевозки осликов. Ну и на финал торта. В Испании бокадильо. Сэндвич, проще говоря. В большой булочке вам предложат 1 миллион калорий на ваш выбор. На кухне мексиканская сеньора показывает, как нарезают лайм или лимон для подачи гостям на 4 части. Итак, важно! 3 слагающих успеха такос. Лепешка, маисовые или из пшеничной муки. Но мексиканец в сторону пшеничной промышленности вряд ли посмотрит. Мясо, курица, свинина или говядина. И сальса. Мексиканцы говорят, нет хороших такос с плохой сальсой. Соус очень важен. И лайм, он же лимон. Это кошмар какой-то. Здесь никак не хотят называть лайм иначе, как лимон. Совет для девочек. Кто бережет вторые 90? Вместо лепешки попросите напаль, кактус. В разы полезнее и на 100 калорий меньше. Теперь самое мясо. Например, пиканье – очень нежное и вкуснейшее мясо. А вот асада – мясо низкого качества. И секрет любого такеро – тонко нарезать его. И тогда в паре с хорошим соусом можно вполне наслаждаться такос с таким мясом. Зачем такерия идет на такой шаг? Чтобы у клиента был выбор. Двери такерии открыты для любого кошелька. Например, один тако может стоить от 1 до 2 долларов. Таким образом, чем мельче нарезано мясо в вашем тако, чем больше измельченных ингредиентов и соуса, теоретически, тем ниже качество мяса. Конечно, речь не идет о несвежем мясе. Это не тот риск, на который пойдет даже самый мелкий бизнес. Очень важно разогреть лепешки в то время, как подготавливаются другие ингредиенты. Кстати, как правило, один тако подается с 2 лепешками. Это связано с тем, что сок от мяса, соуса элементарно размягчает первую лепешку, и вам не удастся комфортно съесть тако. В такериях такого типа не ждите перчаток.
Часто вы увидите, что ингредиенты вот именно вот так добавляются рукой без перчатки. Вот это обычная подача тако в такерии. Не забудь подписаться на мой канал и посмотреть другие видео о Мексике.